Всем здравствуйте! Сегодня мы разбираем задачу с Европейской олимпиады для девочек 2022 года. Задача номер 6, довольно сложная. Я расскажу у нее 3 решения. Одно будет сравнительно элементарное, второе будет посложнее, завязанное на конические сечения, их свойства и некоторую алгебру. А третья будет завязана еще на одну геометрическую конструкцию, очень клевую, которая на самом деле не так хорошо известна в России, как мне кажется. Ну, давайте разбираться. Условие задачи было следующее. Есть вписанный четырехугольник ABCD, в нем проводятся биссектрисы углов. Они пересекаются в точках x, y, z и w, то есть x точка пересечения биссектрис углов А и Б, y, b и c, z, c и d, и w точка пересечения биссектрис углов А и D. И есть еще точка P, точка пересечения диагонали, и точка О, центр описанной окружности четырехугольника. Требуется доказать, что если точка О попала на одну окружность точками x, y, z и w, то и точка P тоже попадает на эту окружность. Ну, давайте разбираться. Первое наблюдение, которое нужно сделать, и которое, в общем-то, изучают в 8-9 классе в теме вписанные углы, олимпиадники, по крайней мере, то, что вот этот четырехугольник x, y, z, w всегда является вписанным. Давайте присмотримся к этому утверждению. Ну, действительно, вот угол x этого четырехугольника в данной конфигурации, по крайней мере, которая у меня есть, он дополняет красный уголочек и синий уголочек до 180 градусов. Да, это третий угол треугольника. То есть на самом деле равен зеленому углу плюс желтому. Вот. Ну, а угол z этого четырехугольника, наоборот, дополняет зеленый и желтый до 180 градусов, то есть равен синему плюс красному. Ну и тем самым получаем, что сумма углов x и z это 180 градусов. Значит, 4 точки лежат на одной окружности. Что важно в этой задаче, что для вписанного четырехугольника можно увидеть чуть-чуть больше. Для этого давайте добавим точки пересечения противоположных сторон. Я буду предполагать, что у нас четырехугольник это не трапеция, и вообще, что у меня нет параллельных прямых никаких. Ну, для случая параллельности нужно как-то отдельно разбираться. Эти случаи немножечко вырожденные. Но есть решения, которые это не используют. Итак, давайте добавим точку пересечения противоположных сторон АБ и СД, обозначим ее через Е, и заметим, что точка W это центр вписанной окружности треугольника АЕД в этой конфигурации, а точка Y это центр вне вписанной окружности треугольника BCE. Поэтому точки лежат на одной прямой, да, на биссектрисе угла Е. И можно заметить, что есть еще несколько вписанностей. А именно, если мы смотрим на, скажем, точку Y, это точка центр вне вписанной окружности треугольника BEC, мы знаем, как устроены углы в точке Y, как они выражаются через углы треугольника BCE. Угол BYE это на самом деле половинка угла C этого треугольника, а угол С этого треугольника это на самом деле угол А четырехугольника из вписанности. Поэтому вот этот уголочек это половинка угла А, и значит он просто равен одной красной дужке. Ну, абсолютно аналогично мы можем провести рассуждение с другой стороны, построив еще одну точку пересечения боковых сторон и найти здесь еще один уголочек красный, ну или воспользоваться уже доказанной вписанностью. Вот. Но что на самом деле мы можем заметить? Мы можем заметить, что точки А, Y, W и B лежат на одной окружности. Или точки А, X, Z и D тоже лежат на одной окружности. То есть в случае, когда у нас вписанный четырехугольник X, Y, Z, W не просто вписан, а есть еще некоторые дополнительные вписанности. Ну, давайте вот одну из них я изображу здесь. А, X, Z, D является вписанным четырехугольником. Но тогда мы можем заметить, что точка F это есть радикальный центр трех окружностей. Красненькой окружности, синенькой окружности и черненькой окружности.
Просто степень точки F одинакова относительно всех трех этих окружностей x, y, z, w, ax, zd и abcd. Да, это есть fz на fx, fd на fa и fc на fb. Вот. Ну, аналогично абсолютно мы можем сказать, что точка E лежит на радикальной оси, является радикальным центром красной окружности, черной, ну и какой-то вот еще третьей окружности, и значит ее степень относительно окружности черной и красной одинакова. Ну и тогда мы получаем, что EF на самом деле это радикальная ось окружности ABCD и окружности X, Y, Z, W. Вот. Значит, это мы изучили то, что касается четырехугольника X, Y, Z, W. Теперь давайте сосредоточимся на точках О и П. Что можно сказать про эти две точки и прямую EF? Ну, есть масса геометрических утверждений, связывающих эту конструкцию. Например, можно сказать, что точка О – это ортоцентр треугольника PEF. Это называется теорема Брокара, и она доказывается с помощью поляра. Но есть еще одно очень важное наблюдение. Давайте мы просто AC пересечем с EF, отметим точку К, и тогда мы можем заметить следующую вещь, что здесь образовался у нас то, что называется полный четырехсторонник, да? У нас есть пересечены все возможные диагонали четырехугольника ABCD. И тогда здесь получается четверка точек, которая гармоническая, да? То есть если мы запишем четверку точек К, П, С, А, их двойное отношение будет равно минус единичке. Если вы не очень хорошо знаете, что такое двойное отношение или не помните, то вы сможете в описании к видео найти ссылку на текст про то, что такое двойное отношение, что такое гармоническая четверка и почему именно в этом случае она равна минус единичке. Это двойное отношение равно минус единичке. Почему четверка гармоническая? Вот, на самом деле это означает следующее, что отрезок КП является средним гармоническим по длине отрезков КС и КА. Вот. И это в свою очередь означает, что если вы перемножите КА на КС, то получится то же самое, что перемножить КП на КМ, где М это середина АС. М это средняя арифметическая КС и К. То есть если вы берете К, скажем, за начало координат, то здесь будет написано, что М это А плюс С пополам, а П это средняя гармоническая АС. Если вы перемножаете средняя гармоническая на средняя арифметическая, вы получаете произведение чисел. Вот. Ну, в любом случае, это легко проверяемое тождество. Его мы, кстати, тоже обсуждали на стриме по счету отрезков. Была задача номер 9, и если вам не лень, посмотрите ее разбор на канале. Там как раз обсуждается подробно, почему вот верно это равенство. И почему на самом деле гармоническая четверка называется гармонической. Вот, ну мы получили такую штуковину, а это означает, что если вы рассмотрите окружность с диаметром ОП, на которой лежит как раз точка М, середина АС, то степень точки К относительно этой синей окружности будет такая же, как степень точки К относительно описанной окружности четырехугольника ABCD. Ну и если мы пересечем не диагональ АС, а диагональ БД с прямой ЕФ, то на самом деле будет верно то же самое. То есть если какая-то точка L – это точка пересечения БД и ЕФ, то окажется, что степень точки L относительно этих двух окружностей тоже одинаковая. Опять же, мы считаем, что эта точка L есть, да, что нет параллельности. Ну и тогда мы обнаруживаем, что на ЕФ есть две точки с одинаковыми степенями относительно синей окружности и черной окружности. И значит, ЕФ – это радикальная ось окружности ABCD и окружности, построенной на ОП как на диаметре. Но тогда выясняется следующее, что если окружность с диаметром ОП и окружность X, Y, Z, W не совпадают, то они и не могут пересекаться вообще. Вот. Потому что точка пересечения синей окружности и красной окружности обязана лежать на их радикальной оси. Если эти две окружности пересекаются, скажем, по точке О,
то точка О должна лежать на ЕФ, что невозможно. Если они пересекаются по точке P, то точка P должна лежать на ЕФ. Единственная возможность, когда такого не происходит, когда эти две окружности просто совпадают, тогда любая прямая претендует на то, чтобы быть их радикальной осью. Да? То есть вся плоскость — это множество точек с одинаковыми степенями относительно этих двух окружностей. Вот. Ну и таким образом получаем, что утверждение задачи доказано. Вот. Значит, это первое решение. Оно, на мой взгляд, сравнительно элементарное. Ну, может быть, какие-то детали являются для вас новыми, но в целом можно во всем разобраться. Следующее решение, которое я хочу рассказать, опирается на следующий факт. На самом деле в этой задаче верно вот что. Верно, что не просто если О попадает на описанную окружность x, y, z, w, то и P попадает, а просто верно, что эти 6 точек обязательно лежат на одном коническом сечении. Да, то есть вот если я даже пошевелю четырехугольник, то всегда будет оказываться, что есть кривая второго порядка, проходящая через эти 6 точек. Ну и если оказалось, что через 5 из них проходит окружность, то поскольку через 5 точек можно провести единственное коническое сечение, то мы получаем, что и 6-я точка обязательно тоже должна лежать на этой окружности. Вот. Ну, давайте попробуем разобраться с этим утверждением. Для доказательства этого утверждения мне потребуется следующая лемма, что если у вас есть 4 точки на окружности А, Б, С и Д, они у меня здесь синим цветом обозначены, на самом деле не важно, что на окружности, на любом коническом сечении, и есть еще 4 точки А1, Б1, С1 и Д1 тоже на этом коническом сечении, то вы можете рассмотреть точки пересечения АА1, ББ1, СС1 и ДД1, такие 4 вершинки, а также точку пересечения диагонали синего четырехугольника и точку пересечения диагонали оранжевого четырехугольника. И тогда 6 вот этих точек лежат обязательно на одном коническом сечении. Ну, доказать это утверждение можно с помощью теоремы Паскаля, многократного применения. Здесь есть много-много вписанных шестиугольников, вы можете поприменять теорему Паскаля, а потом применить вот к этим 6 точкам, которые здесь есть, обратную теорему Паскаля. Это довольно трудоемкий способ, я даже не берусь его изложить быстро в видео. Я чуть-чуть позже расскажу другое решение, которое не опирается на теорему Паскаля, но содержит в себе глубокие алгебраические идеи. Вот. Ну, давайте попробуем перед тем, как перейти к доказательству этой леммы, воспользоваться ею для решения вот этой задачи. Значит, решается задача тогда следующим образом. Надо просто взять и в нашей задаче отметить середины дуг. Середину дуги АБС обозначить за D1, середину дуги BCD за А1, середину дуги CDA за B1 и середину дуги DAB за C1. Вот эти точки у меня оранжевые. Тогда, если я пересекаю А1, ББ1, СС1 и ДД1, то как раз 4 точки, которые есть, это будут точки X, Y, Z и W. Точка пересечения диагонали четырехугольника ABCD — это точка P, а точка пересечения диагонали четырехугольника A1, B1, C1, D1 — это O, потому что A1 и C1 диаметрально противоположны, и B1 и D1 тоже диаметрально противоположны. Но тогда в силу леммы мы получаем, что эти 6 точек лежат на одном коническом сечении, которое в случае, если точка P, скажем, попала на описанную окружность X, Y, Z, W, превращается в полноценную окружность. Перед тем, как доказывать лемму, я докажу вам теорему Паскаля одним замечательным способом, который мне очень нравится, алгебраическим и достаточно глубоким способом. Значит, теорема Паскаля гласит следующее. Если у вас есть вписанный шестиугольник, может быть даже вписанный в коническое сечение, то точки пересечения противоположных сторон этого шестиугольника лежат обязательно на одной прямой. Ну вот я буду считать, что окружность у меня омега, и обозначу прямые, которые проходят через стороны через 1, через L1, L2, L3. Буду считать, что прямая
вот, содержащая этот отрезок, задается уравнением L1 от xy равно нулю. Прямая, содержащая этот отрезок, задается уравнением L2 от xy равно нулю. И прямая, содержащая этот отрезок, задается уравнением L3 от xy равно нулю. И для трех оставшихся сторон заведу обозначение m1, m2, m3. И составлю многочлен третьей степени от xy такой. L1 от xy умножить на L2 от xy на L3 от xy минус некоторая константа на произведение m1 на m2 на m3. И приравняю к нулю, рассмотрю множество нулей вот этого многочлена. Это получится некоторая кривая третьего порядка на плоскости. Значит, какие точки на этой кривой лежат? Ну, во-первых, лежат вершины этого шестиугольника. Да, если я беру вершинку, в ней сходится одна из прямых L, одна из прямых M, поэтому обнуляется первое слагаемое и обнуляется второе слагаемое. Во-вторых, на этой кривой лежат точки пересечения противоположных сторон шестиугольника. Если я перемножаю, значит, точка пересечения L1 на M1, да, она точно так же обнулит первое слагаемое и обнулит второе слагаемое. Вот. А дальше я могу подобрать константу c так, чтобы этот многочлен обнулился еще в одной точке на этой окружности. Да, я беру точку, считаю произведение L1 от xy, 2 от xy, L3 от xy для этой точки. Это не 0. Потом считаю произведение m1, m2, m3 в какой-то точке. И в качестве c беру просто отношение. И тогда я получаю, что я могу подобрать c так, чтобы многочлен P обнулялся в вершинах этого шестиугольника и в некоторые дополнительные точки. Таким образом, у меня на этой окружности образуется 7 точек, в которых P обнуляется. И тут работает замечательная теорема, которая называется теорема Безу. На самом деле обобщение той теоремы Безу, которую вы, наверное, знаете, но на многочлены двух переменных. Звучит она следующим образом, что если у вас есть два многочлена P от xy и Q от xy на плоскости, степень многочлена P это n, степень многочлена Q это m, и многочлен Q неприводим, то если P и Q обнуляются в mn плюс одной общей точке, то из этого автоматически следует, что P делится на Q. То есть на самом деле у них тогда бесконечно много общих корней, да, просто P обнуляется во всех точках, в которых обнуляется Q. Вот. Ну, доказывать эту теорему не буду, хотя на самом деле доказательство не очень сложное. То есть вы просто можете многочлен P поделить на многочлен Q с остатком, считать, что это многочлен от x, например, и проанализировать остаток, доказать, что он равен нулю. Вот именно столько условий нужно, чтобы его занулить. Это такое, в общем, довольно техническое рассуждение, но в частности для кривых второго и третьего порядка оно делается руками очень-очень просто. Ну и что оказывается в нашей ситуации? В нашей ситуации есть уравнение окружности омега от xy равно нулю. Это многочлен второй степени, неприводимый, потому что если бы он был приводимый, то он раскладывался в произведение двух линейных многочленов, и тогда это была бы не окружность, а объединение двух прямых. Есть многочлен третьей степени P от xy, и есть 7 точек, для которых обнуляется и омега, и P от xy. 7 это как раз 3 умножить на 2 плюс 1. Из этого следует по теореме Безу, что P от xy раскладывается на множители. Одним из сомножителей выступает вот эта функция омега, которая задает окружность, а вторым сомножителем выступает линейная функция, которая задает некоторую прямую. Ну и тогда мы получаем, что три точки пересечения L1, M1, L3, M3 и L2, M2, они обнуляют P от xy, но не лежат, естественно, на окружности. Значит, они обнуляют линейное выражение ax плюс by плюс c. То есть три эти точки лежат на прямой ax плюс by плюс c равно нулю. Вот такое замечательное доказательство теоремы Паскаля. Оно работает, естественно, для любого конического сечения.
Ну и на самом деле с небольшими модификациями можно придумать, как его распространить на случай пары прямых. Тогда это получается теорема Паппа. Есть еще одно очень похожее доказательство, тоже основанное на фактах из алгебраической геометрии, теорема Паскаля. Оно опирается на теорему Шаля о том, что если у вас есть 9 точек, специфически расположенных, да, например, это точки пересечения двух троек прямых, то если у вас есть кубическая кривая, проходящая через 8 из этих точек, то она проходит и через 9 точку. Ну вот можно, опираясь на такого сорта утверждения, тоже доказать теорему Паскаля, но я этого делать не буду, а обращусь лучше к доказательству лемма. Я напомню, у нас на коническом сечении есть 8 точек, 4 из них синих, А, Б, С и Д, 4 из них оранжевых, А1, Б1, С1 и Д1. Я рассматриваю точки пересечения прямых АА1, ББ1, СС1 и ДД1, это 4 точечки получается, и еще точки пересечения диагоналей АС, БД и А1, С1, Б1, Д1. Я нарисовал точки в таком порядке, чтобы была наиболее простая визуальная картинка, но, естественно, утверждение верно для любого порядка. В частности, у нас был немножечко другой порядок точек на окружности. Ну вот нам нужно добавить такую точку, нужно добавить такую точку, и тогда утверждение, что вершина вот этого четырехугольника и две вот эти точки пересечения, 6 штук, лежат на одной кривой второго порядка. Ну, на самом деле, две таких точки тоже лежат на этой кривой второго порядка, то есть на самом деле у нас 8 точек лежат на кривой второго порядка, и это мы хотим проверять. То есть про 8, про точки А, Б, С, Д и А1, Б1, С1, Д1 известно, что они на кривой второго порядка, а вот про 8 таких точек я хочу проверить, что они лежат на кривой второго порядка. Я буду делать то же самое, что только что делал в теореме Паскаля. Я обозначу прямые, ну вот одного семейства у меня здесь, да, условно горизонтальные в этой конфигурации через L1, L2, L3, L4, а прямые второго направления условно вертикальные через M1, M2, M3, M4. И составлю многочлен P от XY, это L1 на L2 на L3 на L4 плюс C на M1 на M2, M3, M4. Тогда все 8 точек, которые у меня здесь с именами, они обязательно обнуляют этот многочлен. Вот, и благодаря выбору C подходящему я могу сделать так, чтобы была еще одна точка на этой окружности, 9, удовлетворяющая этому уравнению. То есть я могу за счет выбора C сделать так, чтобы у меня было 9 точек. А 9 это так устроено. Это многочлен четвертой степени. Значит, если я 4 умножу на 2 на вот эту кривую второго порядка и добавлю единичку, то получается как раз 9. И тогда теорема Безу говорит мне, что на самом деле этот многочлен делится просто на уравнение этой окружности. То есть P от XY представляется как уравнение окружности умножить на некоторый еще многочлен. Но этот многочлен оказывается второго порядка, опять же, да, то есть кривой второго порядка. Ну и на этой кривой, оказывается, лежат обязательно вот эти вот 8 точек оставшиеся, потому что они тоже удовлетворяли уравнению P от XY равно нулю. Вот и все. Вот, значит, лемма доказана. Такое замечательное доказательство. Теперь давайте обратимся к третьему решению задачи. Оно будет опираться на очень интересную конструкцию, тоже геометрическую, которая называется сопряжение Клоусона в четырехугольнике или сопряжение Клоусона-Шмидта в четырехугольнике. Это не очень известная конструкция в России, хотя у нас 2 года назад был на летней конференции турнира городов прекрасный, очень интересный проект Заславского и Кожевникова про кубики фокусов и циркулярные кубики. И там был отдельный кусочек про изоциклические инволюции, и в реальности вот эти изоциклические инволюции это и есть сопряжение Клоусона, но очень тесно связанное с ним. Вот. Ну давайте посмотрим, что же это за сопряжение. Если у вас есть
четырехугольник ABCD, есть какая-то точка X, то вы можете провести две окружности синие, XBC и XAD, и они пересекутся в некоторой второй точке Y. После этого вы можете провести окружности XAB и XCD. Они тоже пересекутся в какой-то точке. Давайте это будут красные окружности, они пересекутся в точке Y'. Дальше можно сделать ту же самую операцию для точки Y и для точки Y'. То есть для точки Y у меня уже есть окружности YBC и YAD. Я проведу окружности YAB и YCD. Зеленые. Они пересекутся в некоторые точки. И для точки Y' построю еще две оставшиеся окружности. Они будут оранжевого цвета. Так вот, оказывается, что последние 4 окружности все пересекаются в одной точке. Эту точку я буду обозначать X'. Она и называется сопряженной Клоусона для точки X относительно четырехугольника ABCD. Ну и видно, что Y и Y' тоже сопряженные точки. Давайте попробуем понять, почему вот эти 4 окружности пересекутся обязательно в одной точке X'. Проще всего это понять, сделав, естественно, инверсию. Просто здесь слишком уж много окружностей проходит через одну точку. Давайте сделаем инверсию с центром в точке X. И все точки я буду обозначать теми же самыми буквами после инверсии. Итак, у меня есть точка X, центром в которой я сделал инверсию. Ну и дальше будем восстанавливать. Вот опять мы начинали с синих окружностей. Они станут двумя синими прямыми. Будет прямая BCY и ADY. Схематично, естественно, изображаю, не в масштабе. Значит, есть прямая ADY, есть прямая BCY, это две синих прямых. Красные окружности тоже распрямляются, становятся две красных прямых ABY' и CDY'. Вот так получилось. А дальше зеленые окружности. Зеленые окружности остаются окружностями, они определяются точками ABY и CDY. Ну вот рисуем две зеленые окружности ABY и CDY. И две оранжевые окружности, они определяются точками BCY' и ADY'. Ну и надо доказать, что две оранжевых и две зеленых пересекаются в одной точке. Но эту конструкцию все отлично знают. Это на самом деле точка Микеля вот этих 4 прямых, 2 красных и 2 синих. Значит, это и есть точка X' после инверсии. Вот. Ну и тем самым вот это утверждение про то, что такое сопряжение есть, доказано. И давайте немножечко поизучаем свойства этого сопряжения. Ну, на самом деле, понятно, что между точками X и X' есть очень много связей типа углов, завязанных на эти самые окружности. Нужно только понять, как это устроено. Давайте от картинки от этой оставим только несколько окружностей. Вот я оставил 2 оранжевых и 1 красную. И сейчас я буду смотреть на угол, под которым из точки X видна сторона AB. Как он преобразуется во что с точки зрения точки X'. Ну, первое, что я сделаю, я перекидываю его в точку Y', пользуясь красной окружностью. А после этого, значит, я смотрю на вписанный четырехугольник BC, X', Y', и вписанный четырехугольник AD, X', Y'. Вот если я X', Y' продлю, то этот синий угол, он разобьется на 2 внешних в этих 2 четырехугольниках. Ну и в них я перекину в противоположные внутренние. И получу, что синий угол это есть сумма красного и зеленого. Да, еще раз, значит, мы продлеваем X', Y'. Здесь получается красный уголочек внешний и зеленый уголочек внешний. Ну, естественно, я все делаю в этой конфигурации. Но на самом деле это верное утверждение для любой конфигурации, если вы пишете какие-то направленные углы. Итак, для 2 сопряженных точек, сопряженных по Клоусону, верно следующее, что сторона AB из точки X видна под углом, равным сумме 2 вот таких вот уголочков. Ну и если у вас, это верно, естественно, для любой стороны, и на самом деле так определяется сопряженная точка. То есть если вы возьмете точку X', например, вы можете измерить все вот такие пары уголочков,
построить соответствующие окружности на сторонах, они будут иметь одну общую точку пересечения, это точку x. Вот, то есть точка x и x' можно определять таким вот причудливым образом с помощью углов. Кстати, забавное свойство состоит в том, что если у точки x есть изогонально сопряженная, то это как раз будет точка x'. То есть это сопряжение, оно по сути обобщает изогональное сопряжение относительно четырехугольника на произвольные точки. Теперь я приведу другое описание сопряжения Клоусена, которое, может быть, вы встречали. Оно немножко чаще в задачах оказывается полезным. Иногда это называют инверсией Микеля, ну, хотя это не совсем инверсия. Для того, чтобы это описать, давайте нарисуем четырехугольник ABCD и сразу же отмечим точки пересечения противоположных сторон E и F. И отметим точку Микеля вот этого четырехугольника, этих четырех прямых. Да? Точка Микеля — это точка пересечения четырех окружностей, описанных около четырех треугольников, которые здесь образовались. Да? Вот я рисую 4 окружности, они имеют общую точку, которая называется точка Микеля. Ну, окружность я сотру, а точку Микеля обозначу через M. Ну вот хорошо известно, а если неизвестно, то вы сможете найти тоже текст небольшой в описании к видео, что точка Микеля — это центр поворотной гомотетии, переводящий большое количество отрезков на этой картинке друг в дружку. Например, это центр поворотной гомотетии, переводящий одну сторону четырехугольника CD в сторону AB и наоборот. Это в частности означает, что выполнено, например, такое равенство, что MA умножить на MC равно MB умножить на MD. Больше того, у угла AMC и угла BMD общая биссектриса. Это значит, что если я сделаю инверсию с радиусом корень из MAMC и симметрию относительно биссектрисы угла AMC, то точка А перейдет в точку С, и точка Б перейдет в точку D. Вот именно это и называется инверсией Микеля. То есть мы заведем такое преобразование, да, это инверсия с радиусом корень из этой величины и симметрия относительно угла АМЦ. Вот, значит, следует заметить, что в эту же группу попадет и точки Е и F. Они на самом деле равноправны с точками А, Б, С и Д. То есть, например, есть поворотная гомотетия, которая переводит отрезок FD в отрезок BE. Это значит, что такие вот два треугольника поворотно-гомотетичны. Значит, MB на MD равно ME на MF. И больше того, биссектрисы углов BMF и EMF одинаковые. И значит, вот эта самая инверсия плюс симметрия, она переводит не только точки B и D в друг дружку, а и C, но и точки E и F тоже переводят друг в дружку. Итак, у меня есть вот эта замечательная инверсия Микеля, которая переводит А в С, Б в Д и Е в Ф. На самом деле это инверсия плюс симметрия. Так вот, если мы возьмем произвольную точку X и будем считать, что она отправляется при этом преобразовании в точку X', то я утверждаю, что X' это не что иное, как сопряжение Клоусена для точки X относительно вот этого четырехугольника ABCD. Давайте попробуем понять, почему это так, и поймем это в терминах уголочков. Значит, для этого возьмем, скажем, на этой картинке я буду рассуждать, да, я сейчас буду смотреть на сторону BC из точки X, то есть я рассмотрю вот этот уголочек BXC и попробую проверить, что он правильным образом перекидывается в точку X'. Для этого я разобью его на две части лучом из точки M. И дальше замечу следующее, что, значит, еще раз, мне верно, что mx умножить на mx', это есть ma на mc, mb на md, me на mf, и биссектриса, вот та самая, да, она общая, в частности, является биссектрисой для угла x, m, x'. И это означает, что здесь тоже много-много поворотно-гомотетичных треугольников. Например, поворотно-гомотетичные треугольники MXC и MAX'. В частности, вот этот уголочек, он равен вот такому уголочку.
Аналогично MBX поворотно-гоматетичен треугольнику MX'D. Поэтому синий уголочек, он на самом деле нарисовался вот здесь. Ну и осталось заметить, что вот здесь вот кусочек синего угла можно перекинуть в кусочек угла при вершине А, благодаря тому, что вот эти два треугольника поворотно-гоматетичны тоже. Ну и в результате получаем, что угол BXC это есть сумма углов CDX' и BAX'. Это ровно то условие, которое, будучи выполнено относительно любой стороны четырехугольника, дает нам определение сопряженной Клоусоном. Ну, значит, поскольку на самом деле это рассуждение универсально, мы, конечно, использовали здесь на картинке, что мы относительно стороны BC это делали, но в реальности это не важно абсолютно. Мы получим, что можно определять сопряжение Клоусона именно таким образом. Можно делать инверсию плюс симметрию относительно точки Микеля вот этого самого четырехугольника. Ну, теперь давайте обратимся к исходной задаче и поймем, при чем все вот эти вот интересные построения в нашей задаче. Итак, в нашей задаче есть вписанный четырехугольник ABCD, есть точки E, F, точки пересечения противоположных сторон, я их сразу нарисовал. Есть точки пересечения биссектрис X, Y, Z и W, которые лежат на одной окружности всегда для любого четырехугольника. И есть точки O и P, центр окружности описаны, и точка P пересечения диагоналей. И мы хотим доказывать, что если O попадает на эту окружность, то и P попадает. Ну и наоборот. Вот. Ну давайте начнем с этих четырех точек и поймем немножечко поподробнее, что же, причем здесь сопряжение Клоусона-Шмидта, и потом поймем, как к этому относятся точки O и P. Значит, надо рассмотреть инверсию. Надо рассмотреть инверсию, которая с центром в точке E меняет местами точки B и A и C и D. Да, такая есть, потому что EB на EA равно EC на ED. Тогда эта же самая инверсия меняет и точки W и Y тоже местами. Значит, на самом деле мы в первом решении проверили, что точки А, Б, W и Y лежат на одной окружности. Это простой счет углов. Ну и вообще можно много всяких уголочков поотмечать и проверить, что точки Y и W тоже меняются местами при этой инверсии. Если это так, то вот эта окружность X, Y, Z, W, она на самом деле при этой инверсии переходит в себя. Значит, почему это так? Ну, она, если мы проведем касательные, да, к этой окружности точки E, то эта окружность будет после инверсии лежать внутри этого угла, то есть касаться тех же самых прямых, и будет проходить через W и Y, и этим самым она определяется однозначно. То есть она обязательно сохранится на месте. Точки X и Z на самом деле просто переедут в этой окружности в другие положения. Итак, если у меня две точки W и Y остались на месте, да, эта прямая проходит через E, то обязательно окружность тоже сохраняется на месте. Ну, она не сохраняется, она переходит в себя, да. Неподвижных точек на ней есть две, да, но, значит, все остальные как-то перепрыгивают. Вот, дальше рассмотрим аналогично инверсию с центром в точке F, которая меняет А и D местами и B и C местами. Ну, по аналогичным соображениям она меняет X и Z местами и тоже сохраняет окружность X, Y, Z, W. А дальше ключевой момент. Нужно рассмотреть композицию этих двух инверсий E и F и понять, что же при этом происходит. Ну, давайте поймем, что происходит с произвольной точкой при композиции этих инверсий. Вот я возьму произвольную точку К. Значит, что происходит, когда я делаю инверсию с центром в точке Е? Ну, она переходит в какую-то точку на луче ЕК, так что ЕА на ЕБ равно ЕК на образ, на ЕЛ. Но это означает, что на самом деле точки А, Б, К и Л лежат на одной окружности, и Е, С, Д и Л лежат на одной окружности. То есть, по сути, мы сделали первый шаг в построении сопряженной Клоусона. Да, мы взяли две окружности, пересекли, получили точку L. Когда я сделаю инверсию с центром в точке F, у меня для точки L произойдет
ну, как бы второй шаг построения. Я построю две окружности, да, которые будут пересекаться теперь уже в точке К', которая есть сопряженная Клоусона к точке К. Да, значит, по тем же соображениям, да, FC на FB равно FD на FA и FK' на FL. Такие две окружности пересекаются как раз в точке К'. Вот, и так мы получили, что при первой инверсии К переходит в L, при второй L переходит в К', а все вместе дает нам на самом деле инверсию Микеля, то есть инверсию с центром в точке Микеля, ну, плюс симметрия относительно какого-то угла. Я, тем не менее, все равно обозначаю и m ее. Отлично. Теперь давайте посмотрим, что же происходит. У нас при этой инверсии Микеля x, y, z, w переходит в себя окружность. А что происходит с точками O и P? Ну, на самом деле они меняются местами. Они как раз являются сопряженными друг к другу. Ну, например, это можно понять так. Я могу посмотреть с помощью углов, да, посмотреть на углы BCP и PDA. Они для вписанного четырехугольника оказываются одинаковыми. Вот. И в сумме они дадут как раз угол BOA, потому что BOA центральный угол, он в 2 раза больше, то есть равен сумме двух вот этих. Таким образом, условия по углам для двух сопряженных точек Клоусона выполнено. Значит, точка О сопряжена точке P. Ну, есть миллион других способов проверить, что вот эта самая инверсия Микеля переводит P в O. То есть можно очень-очень много способов сделать. Можно честно посчитать композицию IE и EF от точки P, значит, и получить, что это точка O. Вот, ну, или просто знать, да, что в этом случае сопряжение действует вот таким образом. Ну и теперь уже финальный шаг. Мы знаем, что вот эта вот окружность при сопряжении Клоусона переходит в себя, да, при инверсии Микеля, и точки P и O меняются местами. Ну, если точка P лежит на этой окружности, значит, после сопряжения образ будет лежать тоже на этой окружности. То есть, если P лежит на окружности, то O лежит, если O лежит, то P лежит. Ну, и это и завершает такое вот замечательное доказательство.